привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. Но это видеовлог, это видео совершенно не о том, то есть не о недвижимости мы будем говорить, хотя о ней будем рассуждать, может быть, где-то, не о том, как вам переехать в Испанию, здесь остаться. То есть это будет влог. И, конечно, я планирую, но расскажите, богам о своих планах и посмотрите, что с этого получится. Поэтому план я рассказывать не буду, просто скажу, что мы решили с собакой моей, вон Фредом, который сейчас бедненький, ждал меня, пока я запишу это видео. Мы решили делать вот такие тренировочные проходы, потому что вы знаете, что в Испании есть Камино Сантьяго де Компостела. То есть эти пути, путь ведет из разных точек Испании, но чтобы к нему подготовиться, потому что минимальная дистанция больше 200 километров, даже вот минимального пути, поэтому нужно к этому готовиться. И если мы планируем, не то что планируем, а хотели бы или мечтаю я лично пройти путь, следовательно, нужно подготовиться. То есть сегодня первый день, и мы решили проверить, Оксана Юрьевна, я решила проверить свою физическую форму, хотя что ее проверять, каждый сам знает, какая она у него. Но, тем не менее, нужно начать. Так вот, начали мы с маленького городочка Лакала. Это недалеко от моего дома, буквально в 10 минутах езды на автомобиле. Сам путь я вам покажу, какая прекрасная здесь проложена вдоль моря дорога для пеших прогулок, то есть она безумно красивая. И не знаю, пройдем ли мы сегодня 12 километров, что вряд ли, но я вот так вот пофантазирую вместе с вами. И где-то порассуждаем, где-то посмотрим. Следите, смотрите видео, следите за мной, будем как-то потихонечку двигаться. Сказать, что сейчас январь месяц, конец января, 28 число, время 9 утра. Обычно пилигримы выходят раньше, но мы сегодня попозже. Все-таки у нас такой первый заплывочный день, и мне бы хотелось все-таки по разным путям, то есть чтобы было разные подъемы и спуски погулять. Поэтому чуть позже. Температура воздуха где-то 16 градусов, 16,5 градусов, но сегодня ветер. Поэтому я вот так в жилетке, немножко пока, потому что я знаю, что чем дольше мы идем, тем жарче становится. И без рюкзака, естественно, но с собакой, как с утяжелением, и в обыкновенных кроссовках. Не в трекинговых, в нормальных, обыкновенных, комфортных, которые я люблю. Поедут они со мной или нет, это еще вопрос. Людей, которые работают здесь, то есть они не решили снимать, потому что у них специальная работа, у них специальные значки, то есть они в дороге только наблюдают, чинят. Я попросила снять, можно ли снять типичный завтрак. И вот типичный завтрак, он вот такой, есть томаты, aceite и un poco de jamón, ¿sí? Podría ser. Это знаменитый хамон, знаете, да? Reserva, mira, только 1 евро стоит. И por qué aceite de oliva tan grande? Hay más grande todavía. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y tú tienes peso para traer? Hay de 5 kilos, de 5 litros, de 1 litro. Vale, muchas gracias. Nada. Я проецирую путешествие. На самом деле я очень сильно боюсь, то есть очень сильно хочу этого путешествия. Потому что мне срочно нужна перезагрузка. На самом деле просто были вот эти последние года, скажем так, даже не год, очень тяжелые, сложные. Я говорю про личное сейчас. И такая возникла ситуация, что перезагрузка прямо необходима. Но, видите, чтобы быстро перегрузиться, нужно поменять род деятельности, нужно поменять какой-то план дня своего. То есть нужно сделать что-то такое, либо начать реализовывать мечту хотя бы. То есть Камино Сантьяго де Компостела, я думаю, уже очень
ну, года 2. Вот я как в церковь пошла, так об этом и думаю. Ну, то есть о том, чтобы совершить какое-то первое паломничество, потому что я знаю, что в России очень хорошие, очень интересные, очень сложные есть пути, ну, я имею в виду физически, потому что вообще паломничество такое дело серьезное, духовное, если говорить о духовности. Но всегда нужно с чего-то начинать, потому что если ставить такие сильные, длинные цели, какие-то масштабные, да, от их масштабности очень сложно абстрагироваться, и сама масштабность может задавить реализацию. То есть для того, чтобы реализация проходила нормально, мне так кажется, нужно очень тоненько это все нарезать. То есть, в принципе, возможно, в процессе подготовки что-то изменится, но должно измениться, потому что, как говорится, ну, мы сами решаем, как нам менять свою жизнь. В принципе, кроме нас, ни из депрессии нас никто не вытащит, ни вопросы наши никто не решит без нас. Идем, что там? Вперед, только вперед. Конечно, со своим лучшим другом путешествовать здорово, я имею в виду с собакой. Он такой маленький, вряд ли мне удастся с ним пойти, потому что еще 3 килограмма на себе я просто не унесу. Ну, может быть, у меня больше страхов. Хочется фиксировать все красивые места, которые проходишь. Я постараюсь, чтобы ландшафт не очень повторялся. Видите, вот тут утки у нас. Уточки плавают, вот там вот уточки. Такая речка. Ну и, безусловно, конечно же, это наши друзья собаки. Распили лес, конечно. Конечно. Все, собаки наши убежали. Смотри. Ретто по камину дальше пошел. А собака вернулась. Красота. С этими животными. Ну вот как я его оставлю, не понимаю. Сядь. Пошли. Так, пошли знакомиться. Пойдем, найдем столик. На солнышке. Где у нас тут на солнышке? Иди сюда, иди. Jamón serrano y aceite de tomate. Y aceite con tomate. Sí. ¿Tiene pan? Sí. ¿Qué me ha dicho, perdón? Café con leche. Un café con leche. Muy bien. Perfecto. Gracias. Настоящему путешественнику в пути необходимо подкрепиться. Так как я проецирую дорогу на себя, мы решили остановиться в небольшом кафе. Одно из лучших кафе в Локало. Называется Ля Канаста, где готовят потрясающий кофе. Кофе — это важно. И очень неплохие бутерброды. Смотрите, у рабочих мы видели бутерброд с оливковым маслом и помидорами, а здесь добавлен хамон, и называется он, этот бутерброд, каталан. Оливковое масло, помидоры, интегральный хлеб и хамон. Это тоже очень-очень типичный испанский завтрак. То есть хватает его энергетически на долгое время. Вот я опять же засеку время, сколько нужно для того, чтобы переварить эту еду. Но мы настоящие же путешественники, правда? Видели эти глаза напротив? Видели? Он попрошайничает у меня еду. Ну, не то, чтобы он попрошайничает, он сидит в надежде на то, что ему что-то перепадет. Хотя собачью я ему даю, но он не очень удовлетворяется. Да, малыш?
Да, хочешь кушать? Хочешь у мамы что-то выпросить? Хочешь что-то выпросить? Хочет. Из завтрака мы опять выходим на тропу, на нашу, да, на наше камино сегодня. И я, знаете, что подумала? Что по сути, нужно планировать, сколько километров пройдешь, ставить план. Но сегодня такой пробный камень, как говорится, поэтому я ничего не планирую. Вот сколько пройдем, столько пройдем. Как пойдет, так и будем идти. Потому что ошибка, я не взяла воду для собаки. Это я поняла уже в кафе, что через какое-то время, даже при его очень сильных стараниях, да, он захочет пить. Надо будет что-то предпринять. Ну, в общем, не знаю. Поэтому я немножко, как говорят, от раза к разу, наверное, будем готовиться лучше. Ну, посмотрим. Но уже, знаете, стало жарче. И уже даже шарфик я, наверное, сниму, потому что жарко. Кала де Михас — это маленькая бывшая рыбацкая деревушка, находящая в провинции Малага, да, в муниципалитете Михас. По-другому мы называем это Михас-Коста. 3000 жителей и очень много иностранцев. Основную часть на сегодняшний момент, наверное, большую часть составляют англичане, которые в свою очередь скупали здесь недвижимость. Но это не суть, да? То есть вот эти вот белые домики, которые здесь до сих пор есть, вот они сейчас отреставрированы, некоторые совершенно в заброшенном состоянии. Как раз напоминают нам, здесь вот парочка буквально районов, которые напоминают нам о том, что когда-то это была простая деревня, не имеющая ничего общего с сегодняшним достаточно престижным районом и дорогим, да, то есть это близость к морю, это достаточно пологая, ну такая пологая равнина, можно так сказать, не знаю, со множеством кафешек, ресторанчиков. Ну и, конечно, основное, мне кажется, достопримечательность здесь составляет вот этот вот 6-километровый в одну сторону проход. Это прям лучшее место для прогулок. Вот так выглядит типичная испанская деревушка, рыбацкая деревушка, находящаяся рядом с морем. Да? Так вот раньше она выглядела и сейчас. Вот эти вот старые дома, обратите внимание, еще не отреставрированы. Вот, наверное, как они в 60-х годах были построены, так до сих пор и вот имеют такой внешний вид. Хотя время меняет все, и очень много покупаются здесь домов, вставляются новые стеклопакеты, красятся, и полностью интерьер выносится и меняется. И стоимость такого дома сегодня 650 тысяч евро в среднем. Локала, да? За моей спиной вот этот вот прям сразу домик для аренды. И позвонив, чтобы узнать прайс, почему-то нам сказали, что сейчас нам его покажут. Ну, и раз покажут, давайте посмотрим, сколько стоит, как выглядит, то есть чтобы понимать, что собой представляет аренда в январе месяце. Ну, я скажу вам расклад прямо на первой линии. Я только что отошла от этого дома. Мне его не показали, потому что там сейчас живут люди, но он освободится после 14 числа. Я где-то как раз вернусь из Италии, и мы договорились с хозяйкой, что мы встретимся, обязательно попьем кофе, обязательно покажем вам этот дом. Кстати, летняя цена 1700 за неделю, то есть на 6 человек. Ну, в общем, там можно разговаривать, потому что этот дом, она мне сказала, есть на Airbnb. Но через Airbnb, вы сами знаете, это проценты и так далее. Напрямую можно снимать. Но надо, правда, это делать сейчас, как она мне объяснила. В общем, скажу вам так. Мы тут собрались сделать хороший проход с собакой, чтобы потренировать свое бренное тело. Ну и никуда без контактов. Потому что испанцы — это такие люди,
ну, такая нация, да, с которыми нужно разговаривать. Ну, кстати, любой человек, он хочет общения и внимания к себе. Ну и, как говорится, моя работа, она в этом и заключается, чтобы устанавливать контакты между людьми, находить вот такие вот интересные объекты, потому что меня часто спрашивают, а как агенты по недвижимости находят свои объекты? Вот так и находят. То есть это работа постоянная, да, постоянные контакты, общение, и вот тогда все будет хорошо. Но я получила удовольствие, потому что, ну, с женщиной-то я вас познакомлю, она занимается йогой, у нее скоро родится внук, ну, в общем, там все много интересного, и вообще очень сильно обогащает, когда общаешься с местным, конкретно с местным населением, с людьми, которые здесь живут, которые все об этом знают, и, ну, вообще приятно, да, скажем так. А вот здесь вот сейчас мы проходим Лас Мимозас, это также, да, мы все идем вдоль моря, и Лас Мимозас — это один из первых курортов, который мы продавали, приехав 23 года назад в Испанию. То есть это был таймшеровский курорт. Ну, как бы он и сейчас частично находится в системе RCI в обмене, но в основном он продан в частную собственность. За 23 года здесь поменялось все. 23 года будет в марте, давайте через месяц, ну 22. За 22 года здесь все так поменялось. Совершенно поменялась набережная. Я очень жалею, что тогда еще не было YouTube-каналов, то есть тогда, много лет назад, потому что мы бы были прекрасными инфлюенсерами, то есть прям шикарными блогерами, когда у нас было много эмоций, вот это вот мы все познавали. Ну ладно, как говорится, никогда не поздно. Поэтому вот этот вот курорт, который мы сейчас проходим, он для меня тоже особенный, потому что это время моей, скажем так, такой юности и первых лет пребывания в Испании. И хотя все, конечно, изменилось, выстроились через Гита, разровняли вот этот вот пляж. Раньше был такой, знаете, подъем, и нужно было... Ну, то есть пляжа как такового, насыпного, песчаного здесь не было. А сейчас шикарный курорт, шикарные апартаменты. То есть это вот я говорила как-то, что я вот примерно вот в таких бы апартаментах хотела жить. То есть мне всегда нравилось, что можно от бассейна, сразу здесь была такая калиточка и был такой высокий забор, что можно было выйти, спуститься и перейти на пляж. Сейчас это прям вровень. Так, немножко знакомлю вас с своими местами. Ну, надеюсь, это вам будет приятно и интересно. Смотрите, выход пляжу для инвалидов. Вот это вот опять сортировка мусора даже на пляже. Фонтанчики питьевые из благоустройств. А вот эти вот места, я вам уже где-то говорила в каком-то видео, чудесно подходят для йоги. Обычно здесь еще крыша должна быть, но здесь, видимо, не достроили. Ну, не знаю, отлично ли подходит, потому что на самом деле настил деревянный, но он немножко такой рифленый. Ну и выход вот к морю. Сейчас всю пляж равняют. Хочется сказать, к сезону готовят. Ну правильно, январь месяц, пора уже. Готовь сани летом, а лыжи зимой. Ой, сани летом готовь, сани летом. А что зимой готовь? А пляж разравнивай зимой, правильно. Вон наша собака бежит, смотрите. Мы решили остановиться здесь, на этой точке. Не потому, что прошли много километров, нет, абсолютно. То есть мы прошли очень маленькую дистанцию, но решили остановиться, потому что по времени, да, время у нас рабочее, нужно работать, то есть 12 часов у меня начинаются там прямые эфиры, ну, в общем, дела, да, я в 12 часов по плану должна работать, прям вот ставлю себе такие задачи, что я должна уже быть как бы в рабочем состоянии. Но эмоционально, да, получила я большое удовольствие сегодня, пройдя вот этот путь. Что могу сказать? Конечно, снимать и идти, это сильно, скажем так, замедляет твой путь. Я не знаю, я еще пока, понимаете, не вышла на дистанцию, но вот по сегодняшнему дню я понимаю, что пройдя пару километров, информационно я зарядилась очень сильно. И это достаточно медленно, потому что хочется показать какие-то вещи, хочется пообщаться с людьми. То есть это путь. Путь — это в философском понимании,
это то, что ты проходишь, не просто проходишь или пробегаешь, или отсчитываешь километры. Путь – это то расстояние, за которое, наверное, ты получаешь максимальное количество эмоций, да, то есть ты для себя что-то открываешь в себе, в окружающем мире. Вот это путь. Путь – это, да, не дистанция. Путь – это твое собственное наполнение, твое собственное мироощущение самого себя вот за этот отрезок времени или километров. Ну, я сейчас так думаю. Наверное, вот так будет правильно, не знаю. То есть пишите в комментариях, что вы думаете. Также, какие у вас возникают ассоциации по этому поводу, мысли. Будем рассуждать, потому что, как говорится, путь – это наш жизненный путь, он до момента, пока мы живем. И пока мы с этим миром не распрощаемся, видите, как о грустном я решила тут поговорить. Поэтому наш путь – это наш путь. И о нем стоит говорить, о нем стоит задумываться и обращать внимание на людей, на те обстоятельства, которые на этом пути встречаются. А с вами была Оксана Майкова. До следующего видео. Пока-пока. Очень надеюсь на ваши лайки, на то, что вы подпишетесь на канал. Ну, это сейчас будет в заставочке. Пока. Для вас. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.